общем, всем привет. Значит, хотим представить на ваш суд, или, так сказать, общественное мнение, камин. Камин у нас металлический, в отличие от кирпичного камина. Он достаточно легкий, его можно устанавливать на любую поверхность. Его вес не больше 80 килограмм в снаряженном состоянии. В общем, кроме всего этого, стенки камина, несмотря на то, что он металлический, не нагревается. Чуть-чуть нагревается вот эта часть, но не более того, чтобы можно было здесь держать руку в любом случае. И больше всего нагревается вот эта часть. Значит, держать здесь руку не рекомендуется. Все остальные стенки этого камина, включая боковых, задних стенок, достаточно холодные. Остаются холодными. В общем, значит, камин у нас снабжен таким художественным орнаментом. Более взыскательные люди скажут, быть может, скажут, что орнамент недостаточно изыскан. Ну, мы его слепили, как говорится, из того, что было. Не судите чересчур строго. В общем, камин снабжен вот такими открывающимися дверцами. Здесь у нас сеточная часть. Закрываются они на магнитах. Вот вы видите. Далее. Дверцы легко снимаются. При желании легко демонтируются. Так, отложим в сторону. В общем, в камине имеется функция такая, что можно подвесить котел для варки пищи. Значит, чуть не упомянули сказать, что камин может отапливаться как дровами, так и газом. Сзади у него имеется выход трубы, куда подсоединяется газ. Значит, в отличие от многих каминов, здесь и газ, и дрова могут гореть одновременно. То есть газом можно поджигать дрова. В общем, снимем котел. Так, после варки пищи на образовавшихся углях мы имеем возможность готовить шашлык. Шашлык можно готовить тоже на 3 уровнях у нас. Вот он. И на самом нижнем уровне, в зависимости от того, сколько у нас в топке образовалось угля и насколько он дает жару. Так, убираем шампуры. Далее. Естественно, напрашивается сам вывод, что можно в этом камине делать барбекю. Почему бы и нет? Устройство этого позволяет. Значит, убираем барбекю. Далее. Значит, при желании можно снять эту часть. Она у нас снимается. Хотя эта функция не обязательна, но мы сделали ее на всякий случай съемной. Вдруг решетка кому-то не нравится. Далее у нас горелка. Горелку мы, естественно, сделали съемной. Значит, здесь можно вытрусить и очистить саму непосредственно проводник газа, горелку эту. Видите, она здесь приварена. И вытрясти отсюда золу. Так, убираем ее в сторону. В общем, далее, если зола у нас сметается сюда,
то можно снять вот эту заглушку. Вот она легко снимается, она снабжена еще пружинками, вот такими. Убираем. Значит, вытрусили золу. Куда девать ее? Для золы у нас вот такое основание, куда ее можно сгрести. Остатки можно собрать вот таким совочком у нас. Ну, естественно, разогревать огонь, что-то там подправлять, можно делать вот такой-то кочергой. Так. Более того, в этом камине предусмотрена возможность установки гриля заводского. Правда, на эту модель я ее не установил, потому что гриль был заказан на завод в Беларуси, добирался очень долго. Если бы я его ждал бы, то мне это обошлось бы 1 месяц сроку. Но гриль у нас есть, врезать его никаких трудов не составляет. В общем, камин у нас получился вот таким. Да, еще он снабжен пружинной заслонкой дымохода. Что это означает? Если обычные камины у нас есть две функции. Открыл, в данном случае он закрыт, и открыт. То есть заслонка дымохода либо открывается полностью, либо закрывается полностью. Значит, когда мы пользуемся газом, полностью открытая заслонка нам даст мало тепла. Чтобы этого не случилось, при пользовании газом мы можем отрегулировать заслонку, чуть-чуть ее приоткрыв. Она будет стоять, потому что пружина достаточно тугая. В общем, вот так. Значит, регулировка заслонки нам дает больше тепла от газа, чем если она была бы полностью открыта. Ну, в общем, в принципе, все. Да, еще у нас камин снабжен вот такими вентиляционными отверстиями по обе стороны, что дает хорошую конвекцию. То есть быстрый обогрев помещения. Ну и вокруг посмотрим. Значит, выглядит он вот так. У него прямоугольная форма. Ну, у камин это весьма перспективный. Был разработан еще 10 лет назад. Подобный камин, правда, обложенный для декоративности кирпичом. Значит, в те времена, 10 лет назад, о подобных рисунках не было речи. Единственное, доступны были вот такие металлические полоски. Но чтобы приукрасить тот камин, который я сделал, он у меня стоит в помещении, я его просто взял и обложил кирпичом. В общем, каменщик из меня не важный, поэтому не буду его показывать. Если не будет особых желаний. Тот камин у меня проработал 10 лет. Металл у меня, вопреки ожиданиям, не сгорел, даже не покоробился. Эксплуатировал я его первые несколько лет весьма нещадно. В нем было сожжено немало дров, и дрова эти были не сосновые. Это была акация, сушеная, дающая очень высокий жар. У меня большой огород, и он был весь по всему периметру усажен этими акациями. Деревья были очень высокие и очень старые. Все мне их пришлось спилить, поскольку я собирался посадить сад. И эти акации, спиленные, нарубленные на дрова, были в основном, чуть-чуть осталось еще, уничтожены в подобном камине. То есть они
уничтожены, так сказать. Мы получали от них позитив, естественно, тепло, но они сгорели в том камине. И как я говорю, камин у меня по сей день исправный. С металлом ничего не произошло. Сколько он еще предстоит, я не буду даже предположений строить. Но на сегодняшний день он вполне исправный. В общем, вот так. Так что скептики, которые скажут, что это металлические листы, что это, быть может, долговременный материал, как говорится, это не оптимисты, а скорее пессимисты. Материал долговечный, бояться нечего. Я не знаю, сколько лет давать этому камину, но 10 лет он простоял точно. В общем, не буду затягивать больше разговор, на этом все. До свидания. В конце не очень мне понравился. Можно будет потом отрезать лишнее.